Но сама эта картина, сама эта работа, она о том корабле жизни, о судьбе, который проживает каждый человек. И его ракета жизни летит сквозь свет рождения во тьму угасания. И именно эти стихи, эти слова для меня сейчас в этом году стали ключевыми. Потому что у каждого человека, мне кажется, бывают такие моменты, когда он не понимает, зачем это все, кому это нужно, а что делать, а как быть человеком, именно человеком, не просто одним из винтиков в этой системе или в этом мире, как быть личностью, что нужно делать, где черпать ресурсы. И здесь персонажи отражают совершенно разные способы жизни и совершенно разные способы именно прохождения своей судьбы. Кто-то на самой корме корабля и смотрит с таким большим удивлением за эту границу. Он на острие, он впереди всех, и он видит в будущем то, что произойдет. И он такой флагман, всегда по жизни, по своей. И он стремится быть первым везде и всегда. Кто-то, несмотря на то, что он тоже на корме, но при этом глаза у него закрыты, и он отдается этому потоку судьбы, и не размышляет о том, что будет, а просто висит и полагается на судьбу, куда ракета его приведет. Кто-то привязал себя веревками к этой ракете судьбы и лежит, улыбаясь, понимая, что в принципе все будет хорошо, как бы ни шла его жизнь, как бы ни развивалась его история, все в итоге будет хорошо. Главное удержаться в этой жизни, удержаться на этой ракете и преодолеть и пройти этот путь. Кто-то тоже повис, но совсем другое отношение, совсем другое выражение лица, и кажется, как будто ногами вперед ты упираешься, чтобы не идти туда, не проходить этот путь. Твоя голова все еще находится в прошлом. Ты вспоминаешь о том, как было прекрасно когда-то. Ты не смотришь в будущее, не живешь в настоящем. Ты пытаешься затормозить эту ракету и не хочешь при этом ее бросать. Ты уцепился в нее, но ты не проживаешь эту жизнь, эту историю и свою судьбу. Кто-то изо всех сил упирается, чтобы затормозить эту ракету жизни, затормозить движение судьбы, и с таким испугом и, возможно, даже страхом не дать этому каким-то событиям развиваться, сделать так, чтобы события остановились и жизнь замерла там, в той точке, где сейчас эти события наступили. Кто-то же полагается на волшебство и спокойно совершенно держит эту веревку, эту нить, которая связывает его с судьбой, с его жизнью. На самом деле эта картина каждый раз раскрывается по-разному и закрывается по-разному. Вот. Но я так думаю, что это как раз то волшебная и та часть чего-то большего, которая присутствует в нашей жизни постоянно, которую мы не можем ни контролировать, ни предугадать, ни загадать, ни пожелать. Это то, что нас сопровождает, какое-то необыкновенное чудо. Твои попытки тщетны остановить судьбу, но то не означает «руки опусти». Когда корабль жизни сквозь свет летит во тьму, ты делай то, что должно, и сердцем сам свети. Эти стихи, как и все, которые рождались к моим картинам, рождаются спонтанно, и мне кажется, они настолько попадают в точку этого смысла, который еще полнее передает то, что
какая история возникла в процессе этой работы, написания этой работы. Потому что когда я рисую из монотипии, история возникает перед моими глазами, как и для обычного зрителя, который будет потом смотреть на эту картину. Она светится в темноте. Я тоже включу это позднее, когда наступит темнота. Сейчас слишком светло. И я решила сделать этот фильм, такой маленький ролик о каждодневном свете, который мы не замечаем с течением жизни, с течением времени, когда каждый корабль каждого из нас летит в этом мире сквозь свет во тьму. И для меня эта картина как якорь и как одно из напоминаний о том, что можно выбрать разный способ проживать свою судьбу и разное отношение к этому. И, возможно, в каждый момент своего времени, своей жизни можно эти способы менять. Нет единственного правильного варианта проживания судьбы, как мне кажется. И от этого еще интереснее.